Шалом, друзья! Мы продолжаем наш цикл «10 секретов мудрости царя Соломона». Сегодня мы поговорим об еще одном понятии, которое изменяет жизни людей. Симха переводится как радость, но не просто радость, а радость как процесс. Когда мы слышим с вами слово «радость», мы думаем об удовольствии. Счастье, может быть, веселье. Но в Библии, в языке оригинала, это слово используется как глубокая многослойная категория. Давайте разбираться. Она говорит не только о настроении, но и о духовном состоянии, об образе мышления, о связи с Творцом. На иврите есть несколько слов, обозначающих радость. Сегодня мы сосредоточимся на главном – симха. Именно это слово повторяется в книге Притчи 28 раз. Симха – это не случайность, это лейтмотив, который царь Шломо хочет вложить в наше сердце. Слово «симха» указывает на радость от самого процесса. Не от результата, не от победы, не от финала, а от движения. Это радость от жизни, от игры, от воспитания, от поиска мудрости, от всего того, что я делаю. Это такая, знаете, я бы сказал, женская форма радости. Та, что дает жизнь, питается моментом, не требует доказательств, наслаждается. Волны радости, которые на иврите звучат как сасон, гила, рина, хевда, цхок. Это все оттенки вот этой радости, которой мы говорим в оригинале как симха. Есть, конечно, и другие формы радости, и каждый открывает нам интересные грани. Например, сасон – это радость результата. Такая, знаете, победа любимой команды, законченная работа. Это, как вы понимаете, мужская радость. Она приходит позже. Она нацелена на такой результат, она готова ждать. Но зато она в конце гораздо громче. Гила – это радость благодарности. Ты болел и выздоровел. Ты получил дар и осознал. Но именно гила быстро притупляется, потому что наш мозг быстро привыкает к хорошему и начинает искать недостатки. Гила требует фокуса, внимания, тренировки такой. И здесь появляется слово «галь» – волна. Корень того же слова, что раскрыть или увидеть. Когда ты благодарен, ты видишь, или ты видишь, восхищаешься, и ты благодарен, или ты слышишь, или ты настроен и откликаешься. Это такая, знаете, противоположность зависти, слепой зависти. Она не дает радоваться своему, потому что все время сравнивает зависть. Вот слово «шалом» будет отдельное видео на эту тему. Но пока я скажу лишь следующее. Состояние шалом – это не просто мир, это целостность, это радость вот в моменте сейчас от того, что у меня все в порядке. Это такой поток, когда ты погружен в процесс и не думаешь, где ты, кто ты, зачем ты. Ты просто живешь и наслаждаешься. Ты в единстве с собой, с Богом, с тем делом, которым занят. Мы часто живем в разорванном состоянии, в таком, знаете, состоянии непонятном. Но радость – это целостность, когда все собрано в одну картину. Там, где план и дело соединяются, там и радость, говорит Соломон в притчах. Рина – радость песни. Рина – это радость, которая требует дисциплины. Это как, знаете, точно спеть и попасть в ноту. Это радость справедливости, восторг от того, что мир не хаос, а все находится на своих местах, все имеет структуру. Когда обидчик был наказан, когда правда восторжествовала, это радость праведного суда. Хевда – радость выжившего. Хевда – это радость после страдания. Ты прошел боль, огонь, ты был на краю, и тебя спасли. Это такой восторг, который близок к слезам. Хевда не просто про комфорт, а про внутренний рост. А рост требует усилий, рост требует страданий, иногда некого надрыва. И вот поэтому хевда – это радость тех, кто прошел страдания и вырос или возвысился. Цхок – смех или парадокс. Цхок – это не просто смех, это такой интеллектуальный взрыв. Мир вдруг показал свое противоречие, и ты не выдержал. Ирония, сарказм, улыбнулся, не смог сдержать такой, знаете, внутренний обвал шаблонов. Это смех перед лицом парадокса. Помните Сару? Она не просто так засмеялась. Она отреагировала и не могла удержаться. Смех может быть как проявление глубокой мудрости,
так и признаком духовной поверхности. Давайте вернемся к симхе, к тому пути, которым идут мудрецы. Царь Соломон, Шломо, 7 раз повторяет одну и ту же идею. Радость отца – это мудрый сын. Мы читаем снова и снова и видим, что радость связана с познанием, с исследованием, с духовным развитием и является неотъемлемой частью жизни человека. Это не просто настроение, это путь, это состояние, когда сын, а значит и мы с вами идем по пути мудрости, учимся, строим, преображаемся. Когда радость бывает опасной. Соломон нас предупреждает. Он говорит, не всякая радость – благословение. Удаляйся от тех, кто радуется злу. Глупость, радость для малоумного. Не радуйся, когда упадет враг твой. Кто радуется несчастью, не останется незаконным. То есть есть радость злая. Радость от манипуляции, от унижения, от разрушения. Это не симха, это искажение. Что ведет нас к подлинной радости? Веселое сердце – благо для лица. Добрый взгляд укрепляется мышлением. Доброе слово радует душу, так говорит Соломон. Вы видите, радость – это плод правильного мышления. Это фокус внимания. Ты видишь хорошее, и сердце твое откликается, радуется, производит реакцию. Ты получаешь слово поддержки и находишь в себе силы, улыбаешься, ты ощущаешь дыхание, ощущаешь биение сердца, и в этом есть жизнь. Радость – это не просто чувство, это навык. Радость – это решение, это постоянная тренировка. Давайте научимся практике радости. Попробуйте 10 раз в день останавливаться и задавать себе вопрос: где сейчас моя радость? Вот поставьте буквально 10 раз будильник в течение дня на абсолютно разное время. И когда будильник будет звонить, вы будете вспоминать, а где сейчас моя радость? Может быть, в дыхании, может быть, в улыбке ребенка, в том, что я учусь, живу, работаю, созидаю. То, что я вижу. Радости на самом деле вокруг нас очень много. Путь к радости – это не случайность. Это духовная дисциплина, это осознанность, это благодарность. Симха – это путь предназначения каждого из нас. Радость – это показатель того, что мы на своем месте, что мы на пересечении 3 путей, что у нас все хорошо и все получается, что мы получаем удовольствие и что в наших действиях мы можем увидеть полезное проявление обществу, людям. Вот это и есть предназначение в радости. И об этом пишет классическая еврейская книга «Ховот аливавот» или «Обязанности сердца». Она пишет так: радость не просто эмоция, это сигнал, что ты живешь по замыслу Творца. Итог. Радость как стиль жизни. А является ли радость моим стилем жизни? Симха – это не вспышка, это путь. Это радость от процесса. Радость вот в моменте, сейчас. Радость в исследовании, радость в прикосновении, радость в служении другим людям. Царь Шломо показывает, что радость – это духовный критерий. Радость – это не то, что происходит после достижения, это то, что сопровождает путь мудрости. Друзья, живите в радости. Симха – это путь и смысл жизни мудреца.